Итак, друзья, всем привет! Небольшое видео о флешках, а в конце видео мы даже одну очень скоростную с вами разыграем. И чтобы было еще интереснее, на нее будет записано полностью видео моего мастер-класса по продвижению фотографов. И также, чтобы ролик был более полезный, хочется провести свое небольшое исследование. Нас с вами очень много, и мы сможем без всяких уловок маркетологов, а по-настоящему, по-честному выделить фирмы, которые действительно выпускают самые стабильные флешки. Для этого надо просто, чтобы каждый в комментариях написал свой опыт использования тех или иных фирм, какие флешки работают более стабильно, какие были глюки. И так как нас очень много, мы сможем выбрать те фирмы, которые у большинства работают максимально стабильно. Я думаю, одна-две таких точно будет. Это очень актуально, особенно для тех, у кого в фотоаппарате всего один слот под карту памяти. А сейчас мне хочется рассказать именно об этой флешке. Она заслуживает вашего внимания как минимум по нескольким причинам. Первое, немаловажно, это ее скоростные характеристики и цена. Флешка на 64 гигабайта стоит менее 2000 рублей, но при этом она имеет 80 мегабайт скорости записи на нее и 100 мегабайт скорости чтения с нее, и это очень быстро. В данной ценовой категории все флешки имеют меньшую скорость и записи, и чтения. И что важно, флешки, которые хотя бы незначительно превосходят ее по скоростям, стоят в среднем в 2 раза дороже. Ближайший конкурент — это мои прошлые флешки SanDisk Extreme. Но при этом у Kingston именно в серии Canvas мы имеем 80 мегабайт скорость записи на них, это против 60 мегабайт скорости записи на моих прошлых флешках, и 100 мегабайт скорости чтения с них против 90 мегабайт скорости чтения с моих старых флешек. И если для меня скорость чтения с флешки не так принципиально, будут немножко фотки быстрее сбрасываться, это не так важно. А вот скорость записи на них очень важна. То есть, если речь идет о операторах, на эти флешки вы можете снимать полноценно как в 4К, так и в 8К, и никаких проблем у вас не будет, и это перекрывает нужды подавляющего числа операторов. Фотографам же это позволит делать длинные скоростные съемки. Чтобы нагляднее понять, в чем преимущество 80 мегабит в секунду над 60 мегабитами, я сравнил их на своем фотоаппарате, делая длинные серии, и я сравнивал на Canon RP, он абсолютно не репортерская камера, у него очень посредственный буфер, небольшой такой, делает он 5 кадров в секунду. И вышло так, что на старую флешку, где 60 мегабайт в секунду, я смог снимать серийную съемку 5 кадров в секунду в течение 11 секунд. То есть он беспрерывно серийной съемкой у меня сделал 56 фотографий. После этого буфер у него кончился, он не успевал записывать на флешку. А на флешку Kingston я смог 17 секунд снимать беспрерывной съемки. То есть разница в 20 мегабайт в секунду дала мне прирост практически на треть. Если у вас больший буфер, то ваши серии будут еще больше. И что еще немаловажно, когда буфер полностью заполнился, на флешку Kingston записалось все быстрее, и я был быстрее готов снимать дальше серийные съемки. Для тех, кто любит снимать скоростными сериями, я думаю, это будет очень важно. И второе, даже более важное, это именно надежность этих флешек. Именно серия Canvas сделана с упором на максимальную надежность. Они полностью водонепроницаемые. Их можно спокойно топить, мочить, ничего с ними не произойдет. Также они специально сделаны, чтобы быть максимально стрессоустойчивы к ударам, к падениям, к тряске. Все это они без проблем переживают. И что важно, они рассчитаны на большой диапазон температур. Вы можете снимать как в мороз, так и в жару. Если вы где-то на солнце, на батарее оставили случайно, где-то перегрев произошел, информация не теряется. Также, если вы снимаете на морозе, либо едете на заказ по морозу, у вас сумка насквозь промерзла, флешка в ней насквозь промерзла, но вы без каких-либо проблем вставляете ее в фотоаппарат и начинаете работать, а они рассчитаны на большой перепад температур. И еще один приятный бонус для тех, кто часто летает, здесь есть защита от рентгеновского излучения. Сколько бы вы ни летали, сколько бы вашу сумку не просвечивали на досмотрах, Kingston гарантирует, что информация из-за рентгена не потеряется. В ней реализована защита от излучения, что также кому-то может быть полезным. И сама по себе фирма имеет очень хорошую репутацию, не страшно на нее переходить. В компьютере всегда оперативная память у меня была именно их фирмы. Часто жесткие диски покупал, и флешки раньше до этого тоже пользовался. На SanDisk переходил из-за скорости, но сейчас они сделали в той же ценовой категории большую скорость, и это лучше. Поэтому новые флешки пока я буду покупать такие. Если у вас есть какая-то информация по стабильности и нестабильности, также пишите весь свой опыт. Нам с вами важно вместе докопаться до истины, каким фирмам, одной или нескольким, мы можем довериться и чьи флешки лучше всего покупать. На данный момент я не смог найти более оптимальный вариант цена, качество, скорость, надежность, чем вот именно эта серия Kingston Canvas. Если у вас есть информация о каких-то более лучших флешках, то напишите в комментариях, потому что сейчас как раз вот выбираю себе, какие следующие флешки покупать. На прошлые я снимал уже 2 года, и нужно их менять будет.
Но и не забывайте о розыгрыше. Он будет проходить в Инстаграме, все будет очень просто. Нужно подписаться на меня и в посте о розыгрыше отметить 2 своих друзей-фотографов, и все, больше от вас ничего не требуется. И кому-то достанется скоростная, очень надежная флешка от Kingston на 64 гигабайта и с моим видеокурсом по продвижению. Надеюсь, было полезно. Пишите, задавайте вопросы. Всем спасибо.